Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за золотого Никса, почилим немножечко в последний день, так сказать, этой прекрасной недельки. Но перед этим откроем легендарный сундучок, да. Но это еще не все, у нас же Аксу завезли вот на сбросик, как неожиданно, да. Хотя я говорил, надо ждать до вечера, ждать, когда завезут X2 монеты, но вряд ли, вот точнее X2 монеты, X2 жетоны, но вряд ли они 2 раза подряд будут завозить под акцию Рулеткин джунглей X2 жетоны. И я в этом очень сомневаюсь, а сундучок открыть очень хочется. Нам, кстати, начислили на почту награды за, там, сколько боев подряд вы смогли занять. Там, 1 топ-1, 2 топ-1. Но проблема в том, что их начислили в одиночном варианте. Я не знаю почему. То есть, ну, сейчас вам покажу у себя. Я там особо не потел, но 3 топ-1 я взял. Так вот, подряд, да? Мне дали по одному сундучку. Хотя там в акции было написано точно. Дается по 2 сундучка, если вы сегодня успеете занять. Почему не дали? Это неизвестно. Это разрабы зубы, все дела. Так вот. Давайте в магазинчик, сейчас будем открывать сундучок, но перед этим покажу вот супер предложение. Разрабы, видимо, поняли, что бесполезная фигня и решили x40 скидочку, понимаете, x40. То есть 40, ой, 40, понимаете, 40. У меня слов нет. А вот такие вот акции, это норм. 2 леги x13 скидочки, это прям хочется и закинуть, всего лишь $2, ну как бы. Да, байтят как могут разрабы. Ну а мы идем открывать сундучок легендарный. Вот он, по скидочке, по-другому бы я его не открывал. Ну и поехали. Почему открываю вообще? Ну, во-первых, жетоны, а во-вторых, хочется выбить себе, ну, бицуха, конечно, тоже бонусиком будет, и первобытный инстинкт на капибарку пора бы достать. Хочется его тоже посмотреть. Ну, погнали, может, что-нибудь хотя бы одно повезет из того, что я перечислил. Надеюсь. Их жетончики еще хотелось бы на жабку, вообще было бы идеально. Ну, поехали. Кондонно, конечно. Но мы сейчас сбросим, ребятки, вы не парьтесь. Особенно с тем, что там 2 награды. Ну, мы сейчас, конечно, посмотрим, а потом сбросим. Бонус лиги и... а зубы вампира так-то хорошо. Еще и прокачаны. Но мы будем сбрасывать, потому что жетоны на Дону не нужны. Хотя, сейчас выпадут жетоны на какого-нибудь панду, и ты такой... И зубы вампира не выпадут, ну вы понимаете, да? Ну ладно, давайте снова сбросим. Ну, Лизи, значит, Лизи, да. Да. Они, кстати, были не нужны. А нет, были нужны. Ну и теперь можем Лизю на 16 качнуть, да. Надеюсь, хотя бы по предметам что-нибудь хорошее выпадет. Надеюсь. О, зубы вампира. Шикарно. Блин, одно и то же выпало. Что за прикол? О, пантерки зубы вампира, кстати, обновили. 11? Серьезно? Вот эта пантера у меня везучая, офигеть. У меня старые персонажи, видите, там не все прокачивали зубы вампира, а пантера прокачала. Кстати, доп награду как видите не дает, поэтому не факт, что сброс акция помогает вам доставать бицуху. Но, да, печальный сундук, что я могу сказать, ребят, такие вот дела. Одиночный... все, да. В общем, эта скидка вообще одиночная, она пропадает, то есть если я сейчас нажму... Видите, 3270, то есть максимальная, ну, цена. Ай, не везет мне. Ну ничего, когда-нибудь в будущем мы еще открываем сундучки. Ну а сейчас отправимся за Никса нагибать рандомчик и всех сквадов, которые будут нам встречаться. Потому что Никс, он с такой сборкой, с феромонами, не чувствует вообще ничего. Вообще ничего. 18 уровня даже не чувствует. Ну, я лично убивал там Льва 18-го, Хамелеона 18-го, много чего. 18-го я убивал. Ой-ой-ой, что-то я ошибки делал, надо сейчас бота убивать, а я как бы ошибаюсь. Гранатки нету вообще никакой, это проблема. Нужно срочно найти. Еще и фризы какие-то непонятные. Самое прикольное то, что у меня вообще ничего не включено. Чего не золотая граната у нас нет? Ой. Короче, фризы это жесть. Вот там гранату, то без гранаты вообще играть нереально. Пока что просто бегаем. Опа, феромончики. Моя команда. Заметили, какая полезная, да? Крайне полезная. Крайне полезная команда. Еще какие-то лаги непонятные. Какие-то непонятные лаги меня очень сейчас бесят сильно. Мы тут всех убили, в принципе. Пока что на автоатаке играем, особо не паримся. Не напрягаемся, так сказать. Сейчас зебру за феромоним, отлично. Похилимся, лишняя аптечка тут была просто. Чтобы не похилиться, да если она лишняя. Сразу стенку поставим, чтобы лишнее не подбирать. Вдруг там броня выпадет или еще чего. Феромоны. Дробовичок и луком добиваем. Ну, пока что все хорошо. Пока что. Поставим капканчик на всякий случай, вдруг... Ой, ошибся. Ну, капканчик вроде помог. Вроде сработал. Пока что бахаем на автоатаку, особо не паримся. Сейчас Никсы подберут. Все, можно врываться. Можно врываться в кого-то тут.
Очень красиво врываемся. Пока что действуем аккуратненько. Можно капканчик еще один поставить и не дать здесь противникам резнуться. Я пока что врываться в этих не хочу. Потому что они здесь вот так вот. А вот сейчас я ворвался почему? Потому что в этот момент они могли поднять аптечку, как бы они ради этого тут стояли. Ну и не дать им поднять аптечку, ворваться с феромонов, с радиуса, да, кинуть под себя гранатку в этот момент и сразу шотнуть. Ну, я считаю, это было красиво. По-другому и не могло быть, как бы. Это же ник с феромонами, как может быть по-другому? Опа, Орел Индейка тоже, кстати. Достал себе скинчик, наверное, в новой акции. Ну вот такие вот изи динамичные бои, ребятки. Да. Ник с феромонами. Ничего не чувствует вообще. Там еще у меня бесконечная выживаемость на нем стоит. То есть у него там стоит зубы вампира, стоят эти, как их, бин стоит, да. То есть, ну, понимаете, вообще просто такая халява. Не чувствуешь. Да, вот, так, вот она имба, которая может вытащить любой бой. Поэтому я особо не напрягаюсь, когда на нем играю. На нем, вот знаете, заходишь в бои и понимаешь, что будут топ-1, без вариантов. Что в соло, что в ну ладно, в соло можно, конечно, ошибиться, потому что там, когда душат, ну, иногда можно не оценить силу противников и отлететь. Опять же, потому что могут очень резко вылезти из ниоткуда, может жираф там бахнуть через убер-дистанцию. А здесь, как бы, ты понимаешь, что вот если дерешься против скада, то плюс-минус ты видишь всех противников и можешь действовать. Но жираф умер. Ой, как они мне нравятся. Командные игроки. Лучшие игры в мире. Блин. До свидания. Никс. Ну, жирафа спасать уже нет смысла, потому что уже все. Джейд тоже убиваем. Что он там делал на краю зоны, я не знаю. Ну, жирафа же, вы понимаете, дальность маленькая, наверное. Поэтому он пошел в ближний бой. Скорее всего, да. Именно такая логика у этого была жирафа. Так, где они шляются? Где последний противник? Он же был... Он что, вниз убежал, успел? Серьезно? Да не может быть. Короче, очень странно, непонятно. Ну, как всегда, это зуба. Да, 1200 рейтинга, кстати, почти что. А вот такие вот игроки играют. Это конец первой недели только, даже не второй. Ну да, на второй там вообще такое интересное очень играют. Но ладно, не будем об этом. Давайте следующий бой. Нужно все-таки залутать. Изи, еще хотя бы 2 топ-1 красивых. Ну, это будет изи, просто нужно прыгать феромончиками, тыкать кнопочки, даже не целиться. И все хорошо. Хотя с Никса лучше всего целиться с лука. Все-таки, ну, целиться, да? То есть, блин, бак притянул. Кстати, тут еще один бот, прикольно. А мы сейчас можем проблемы получить. Очень большие проблемы. Обойдетесь, ребятки. Обойдетесь. Мне сейчас надо срочно прыгнуть и заферомонить бака и убить его. Блин, откуда они? Посмотрите на мои, кстати, на хпшку на мою. Заценили, да? Фулл хпшечка. Красивая, да? Джей сейчас будем добивать. Я просто не понимаю, как они здесь побивались. Блин, а что у меня... Странно, я же видел, что у меня было 2 аптечки. Ну ладно, неважно. В общем, у нас тут один умер, который зашел под домик. К сожалению... Заходить туда было в тот момент невыгодно и не нужно. Остальные ребята бросили свою команду. Хотя вообще могли бы подраться, постараться и могли бы затащить. Хотя нас тут особо немного. 3 осталось. Да. Ну мы сильные, пофиг. Вот опять же, нужно, сука, целиться за Никса. Это важно. Это дает большее преимущество, чем стрелять автоатакой. Но не всегда. Не всегда. Когда человек стоит в феромонах, ну игрок, да, противник. Называйте как хотите. В принципе... Можно не париться. Ну, если он ближний к вам. Если игрок достаточно далеко, и есть другие, которые перед вами, то, скорее всего, вы промахнетесь. Поэтому тут уже моментики. Но пока что норм. Так, берет у нас Хамелёш лук. Но мы должны затащить, по идее. Я как бы нажму на одну кнопку, баг залетит, и мы всех убьем. Вы видали? То есть он взял лук, а мне не далось. Шел 3-й год в игре. Так, кстати, ребятки, забыл рассказать. Я, наверное, еще в следующем видео расскажу, если не забуду. В общем, есть там сейчас акция, не акция, конкурс, да, конкурс, от разработчиков Зубы. Они назвали это неделя игроков Зубы. И к этой неделе был подготовлен конкурс. И конкурс что это за конкурс? Я, короче, не очень так-то понял, надо посмотреть вообще. Там что-то нужно сделать. Но суть в том, что
этот конкурс дает вам шанс победить просто лук бобра. Кого ты резаешь, Бак? Пожалуйста. Просто лук бобра затащил. Так вот. Ну, орел, конечно же, 16-й. Вот, к чему я. Там есть конкурс. И в этом конкурсе вам что-то нужно сделать. Точно не скажу, я его особо не смотрел. Но наградой выступает новый... Не новый персонаж, а персонаж на выбор. То есть любого персонажа, там будет вроде 5 победителей, можно выбрать. Такие вот дела. Конкурс есть в Фейсбуке. Может быть, в Дискорде еще официальному разрабов есть. Там ссылки в описании на Фейсбук, на Дискорд разрабов есть. Поэтому, кому интересно, можете, как говорится, зайти и поучаствовать, почитать, что там да как. Потому что, я не знаю, в игре он сейчас добавлен, где-то там в сообществах или еще где-то. Ну, вы знаете, могут добавить. Но не точно, я вроде там его не видел. Поэтому лучше заходите в Facebook. В принципе, там ссылка будет на заполнение формы. Ну, как обычно, вы знаете, конкурсы разработчиков. А персонаж, ну, в принципе, можно бы достать. Жабку, там, пантерку, кого-нибудь из имбочек новых, да? Фейту там, то же самое, да? Капибару, ну... Ну, он вроде сильный, да, но пока что до 1200 рейтинга не поднял, поэтому сложно сказать, как он играется. Да, два человека не могут в бой добавить, поэтому бой длится там. Ну, увидели сами. Кстати, в прошлом бою можно было спокойно тащить, но лук бобра, который я не ожидал. То есть, ну, я должен был вытащить... Ну, я не ожидал, что там лук залетает бобра. Это для меня было неожиданностью, поэтому... Вот. Проиграли мы, скорее всего, только из этого. Ну, еще Хамелеон умер почему-то, не знаю почему. Наверное, вот на Хамелеоне, кстати, чел, скорее всего, играл без укола адреналина. То есть, ну, а зачем, да? Зачем укол адреналина на Хамелеоне? Бесполезная же штука. Подумаешь, что у Хамелеона хп нету. Да, кому оно нужно? Там же так много предметов, которые можно взять, да, у него же гранаты есть, наверное, что можно использовать кассетку. Или еще что-то. Ну, конечно, да. Это же Хамелеон. Ай, ладно, не будем. Не будем о плохом. Главное, что мы сейчас, наверное, победим. Ну, можно было в прошлом бою тоже вытащить, но... Я был заговорился немножко про вот эту вот акцию. Зря, наверное, заговорился. Можно было растащить, нужно было просто отойти. Не подставляться под лук бобра, потом залететь в орла с феромонами и как бы все. И на этом бы все закончилось, но... Вы сами все видели. Ладненько. Надеюсь, сейчас нам попадутся не менее слабые, точнее, не менее сильные противники. Хочется, так сказать, хороший замесик. Но, к сожалению, они, походу, где-то там втроем... Ну, вдвоем, да? Нет, втроем все-таки. Где-то 3 сквада между собой дрались. Ну, а мы их найти не можем, поэтому... Печальные дела. Печальные. Скучно. Вот я бы сейчас за месяц 3 сквада подрался, 4 даже. Но, к сожалению, они где-то умерли. И нам их теперь искать. Причем у них, скорее всего, еще золотой дроп. То есть сейчас, возможно, мы проиграем. Но у нас 14 никс. Плюс я 15, хотя, если не ошибаюсь, у этого 14 никса только что были инструменты. Да. Инструменты на 14 уровне. Да, на никсе. Угу. А, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Орел что-то там пугается. Бахаем пока что. Особо не напрягаемся. Блин, какая же огромная граната у Фейт. Ну, феромоны решают. Феромоны решают, хотя там акул, заметьте, да? Очень жестко. Сейчас подождем феромоны. Я сейчас похилюсь аптечкой, которая у меня вроде как еще осталась. Да. Я почти соло вытащил бой. Но у меня куда-то одна аптечка делась, возможно, мне ее прошотали. Я ее не заметил. Ну, то есть, если бы моя команда хотя бы умерла не за 1 секунду, а хотя бы за 10 секунд, да, то я, наверное, вытащил, потому что у меня было бы времени больше подамажить и все остальное. Но команда сказала, что а что, мы должны кнопки нажимать? Нет. Мы должны умирать за 1 секунду. И, в принципе, они это сделали. Ну что ж, ребятки, вот такой вот Никс. Обещал вам вытащить все бои, а в итоге получилось, что там ошибку сделал. Ну, а тут как бы уже без вариантов было. Слишком много уровней было. Блин, я там столько им до возможности... Ой, короче, слов нету просто. Даешь своей команде возможность нажать, просто нужно 3 кнопки. Хотя бы даже, пусть даже без прицеливания. Подошли бы впритык и нажали. Но это слишком сложно для этих игроков на 1200 рейтинга. Видимо, 1800 надо апать, чтобы там попадались нормальные, наверное. Ну или 1600 хотя бы. Такие дела. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.